Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую бутоньерку. Композиция получилась очень нежная. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту 1,5 сантиметра, как для лепестков, так и для листочков. Получаются вот такие маленькие лепестки и, соответственно, маленькие листочки. Для лепестков я каждый отрезок нарезать не буду, а просто беру ленту, зажигалку и вот так обжигаю края. Края обжигаем именно в огне. Если мы отведем зажигалку далеко от ленты, то лента почернеет, а так лента ровная, чистая, извините. И вот так на глаз отрезаю. Именно в огне. Вот вы видите, в полном огне. И лента чистая. Лепестки, уголки отрезать не надо. Так получается намного быстрее. И работа у вас продвинется вперед. И продолжаем нарезать необходимое количество. Теперь мы берем лепесток и делаем маленькую встречную складку. Вот таким образом. И край запаиваем. В одну сторону придерживаем пинцетом и в другую сторону. Продолжаем работу. Для листочков я нарезаю ленту примерно 2 сантиметра, но делаю это на глаз. Перегибаю пополам, пережимаю пинцетом и намечаю серединку. Теперь подрезаю форму листика. Все маленькое, надо аккуратно. Вот у меня получился листик. Обжигаем края и растягиваем, чтобы придать листику форму. И делаем небольшой защип. Так, еще чуть-чуть вот тут. И у нас получаются вот такие листики. К готовому цветочку можно подклеить вот такие маленькие листики. Или можно использовать листики, которые мы делали. Но я вам покажу этот вариант тоже. Отрезаю небольшой отрезок ленты и нарезаю полосками. А затем вот так вот подрезаю уголки с одной стороны и с другой стороны, чтобы сделать их более острыми. Теперь подгибаю, где у нас надрез, и просто поджигаю, чтобы ничего не сыпалось. При этом обращаем внимание, чтобы у нас ничего не склеилось. Вот получаются такие маленькие листики, которые можно будет подклеить к цветочку. Розочки я буду собирать на ватную палочку. И беру один лепесток. Сначала я подклеиваю его в середину. А затем мне надо одну сторону полностью приклеить, извините. А вторую вот так закрутить, чтобы получился бутончик.
Выпила холодного, немного голос сел. Очень извиняюсь. У нас сегодня жарко, хорошая погода. И вот что получается. Теперь беру следующий лепесток. Лепестки я сейчас подклеиваю вот так внутрь. Так, моя розочка убежала. И формируем бутон. Берем следующий лепесток, примеряем его. И подклеиваем. Следим за тем, чтобы у нас все было на одном уровне. Следующий лепесток. Примерили. Наносим клей. И приклеиваем. Бутоны можно делать больше, меньше. Это уже все зависит от вашего желания. За счет того, что лепестки вогнуты, выгнуты внутрь, бутон получается такой пушистый, пышный. И продолжаем работу. Мой бутон готов. Теперь я лепестки буду подклеивать вот так вот. Причем подклеиваю первый лепесток только с одной стороны. Также слежу, чтобы все было на одном уровне. Беру следующий лепесток, подклеиваю его как бы наполовину к следующему лепестку. Вот так. Беру следующий лепесток, примеряю, наношу клей и подклеиваю. Последний лепесток я подклею под вот этот лепесток, который мы подклеивали первый. И продолжаю работу. Я наношу клей на последний лепесток с двух сторон и подклеиваю его с одной стороны на цветок. И вот этот лепесток я подклею, который мы первый приклеивали, на него. И у нас получается маленькая розочка. Теперь мы продолжаем подклеивать лепестки к розе, и получится розочка побольше. Чем больше лепестков, тем больше роза. И продолжаем работу. Мои розочки готовы. И, как я уже говорила, розам можно подклеить чашелистики. Я нанесу немного клея. И немного их так в стороны расположу. Можно подклеить отдельные листики. Лишнее подрезаю. И буду собирать бутонерку. Бутонерку я буду собирать на небольшом отрезке фетра. Причем украшу флажками. Это две ленты, скрещенные между собой. И подклею их вот так в разные стороны. Сюда же подклею розочки.
Добавлю листочков. Листочки также добавлю на фетр. И украшу еще вот такими бусами на леске. И все это подклею. Флажки подклеиваете в любом направлении, которое вам нравится. Я нанесу клей с одной стороны. И обязательно все ленты хорошо проклеиваем, чтобы у нас основание было все подклеено. Розы подклею так, чтобы они смотрели вверх. Сначала расположу, как мне нравится, и подклею их между собой. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и желания. Сначала подклею на середину. Края оставляю свободные, чтобы я могла подсунуть листики. Конечно же, все примеряю всегда. И теперь начинаю украшать снизу. Обязательно, чтобы весь фетр спрятать, чтобы у нас не было ничего видно. И добавляем желаемое количество листиков. Листики можно приподнять, чтобы композиция у нас смотрелась более живая. И продолжаем работу. Когда листики подклеены, можно подклеить жемчужины. Аккуратненько наносим клей и подклеиваем. Даем закрепиться. У меня все подклеено. Подрезаю флажки. Интереснее будет смотреться, когда это на разном уровне. И также поступаю со второй стороны. Определяемся с тем, как бутоньерка будет лежать на руке. Я вырезала из ленты круг по диаметру, подходящий мне, и ленты, как мы делали с вами в прошлом видео. И все подклеиваем. Я подклеила ленты к кругу своему. И вот так вот на руке примеряю и так подклеиваю. Моя бутоньерка подклеена. И вот так она будет смотреться на руке. Напоминаю, что это я делаю на детский праздник. Вы видите готовое изделие. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.